Привет! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас не обзор какого-то конкретно автодома или прицепа, у нас обзор всего, что есть в данный момент в Москве на площадке. Что продается, что сдается в аренду. Вы часто задаете вопросы, а сколько это стоит, почему не называете цены. Мы не называем цены, потому что ролики зачастую смотрят годами на канале. А цена очень меняется. Меняется курс, меняются способы доставки и куча различных нюансов. Поэтому было бы странно ее говорить, потому что она быстро станет неактуальной, цена. Но сегодня в этом ролике мы поговорим о ценах, актуальных на данный момент. Хочу сразу отметить, что в этом ролике мы не будем заходить в автодома, разбирать, что у нас внутри. Я просто в двух словах буду говорить, что это за модель, сколько она стоит и что она есть в наличии, чтобы вы об этом знали. Если вас заинтересовала какая-то из них подробнее, переходите по ссылке в описании, переходите на наш канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать. У нас есть обзоры на все эти модели. Любую заинтересовавшуюся открывайте подробный обзор. И также обращаю внимание, что цены, которые я называю, актуальны только вот в данный момент, когда мы снимаем этот ролик. Это начало ноября, он в скором времени выйдет. И если вы смотрите ролик сильно позже, то, скорее всего, и наличие, и цена может быть не актуальна. Поэтому проверяйте все это обязательно на сайте. Начнем с прицепов в наличии. Рядом со мной Iriba Nova Light, прицеп от компании Hummer. Light, наверное, потому что он весит тонну 100, то есть может помещаться в B-категорию. Но при этом у нас здесь 6 полноценных спальных мест. Цена в данный момент 3 900 000. Далее, Bürstner Premio Life. Если у нас Iriba это все-таки такой чуть более премиальный сегмент, то Bürstner в данном случае чуть попроще. И цена, соответственно, меньше, 2,5 миллиона в данный момент он здесь стоит. Он тоже помещается у нас в B-категорию, но здесь у нас 4 спальных места. Aviva 360DD. Прицеп от компании Adria. Обычно у нас Авивы такие вместительные, много мест, но вот это конкретно планировка. Здесь у нас 3 спальных места. Вариант достаточно интересный, любопытный, но зато максимальный, то есть как бы комфорт для путешествующих людей. Цена – это один из самых доступных и дешевых прицепов, тоже 750 килограмм, там Б-категория. Цена его 1,9 миллиона, 1 900 000 в данный момент. Есть также еще одна Aviva, тоже 360, все основные параметры такие же, но планировка DK. Здесь у нас 4 спальных места, то есть сзади есть такая двухъярусная кровать, поэтому больше спальных мест. Бывает, в принципе, Aviva 360 DK с 3 местами сзади, и тогда у нас вообще 5-местная она получается. Но в данном случае в наличии есть вот 4-местная версия. То есть если вам показалось в прошлом, что там 3 места это совсем мало, вот есть 4-местный вариант для вас. Он стоит еще даже чуть подешевле, 1 800 000. Iriba Feeling, еще один премиальный прицеп от Hummer, тоже есть в наличии, 3 спальных места, у нас прям такая полноценная спальня, я бы даже сказал, что по-хорошему он двухместный, но есть возможность в целом вот 3 спальных места организовать. Вес 1,5 тонны, то есть тоже возможно Б-категория, если ваш тягач это какой-то кроссовер, который весит от 1,5 до 2 тонн. Цена 3 600. Еще один прицеп от Bürstner. Bürstner у нас тоже входит в Hummer Group, но это чуть-чуть попроще, чем Iriba считается в целом, но, на мой взгляд, примерно на одном уровне, скорее вопрос каких-то визуальных моментов. У Bürstner такой более классический дизайн, поэтому, по сути, между линейкой Iriba или Bürstner там вот стоит выбирать на ваш вкус. Это Bürstner Aversa, 4-местный прицеп, полноценная большая спальня в передней части и столовые, еще 2 спальных места разбираются сзади. Цена 2 750. С прицепами все, переходим к автодомам. Начнем с вэна. Hummer Grand Canyon в комплектации кроссовер, полноприводный автодом с подъемной крышей. Цена 16 миллионов рублей. Что такое комплектация кроссовер? Это как раз таки полный привод, все соответствующие помощники и вот эта обклейка. Но также здесь есть точно такой же автодом, но без вот этой обклейки кроссовер. Единственное отличие. А так в целом все то же самое. Как говорится, на ваш вкус. Полуинтеграл Hummer MLT 580. Шасси также Mercedes-Benz Sprinter. Полный привод.
привод, внедорожная резина, только что нет обклейки там кроссовер. Но визуально это не самое важное, на самом деле важно, что внутри. У нас есть на канале обзор, как мы по бездорожью ездим как раз на таком автодоме. Можете посмотреть по ссылочке в описании. Что здесь еще важно сказать? Это такой премиум-сегмент. Здесь у нас 2 спальных места, основная спальня, и на этом как бы все. То есть это вот такое для путешествий вдвоем. Но кровать очень большая, поэтому в целом можно там и втроем спать, если для вас это окей, если вам это комфортно. Есть маркиза, ну и все, что связано с тем, что в Mercedes-Benz, там коробка автомат, всевозможные помощники, адаптивный круиз-контроль, классная мультимедиа и так далее, и так далее. Смотрите подробно об этом обзоры, конечно же, на канале. Цена 18 миллионов рублей. Hummer Tramp S680 считается одним из таких самых доступных автодомов на шасси Mercedes-Benz Sprinter. По сути, это такой ближайший аналог, ближайший конкурент Matrix, но только на Mercedes. Хотя теперь с этого года появились и Matrix у Adria на Mercedes, но в России их пока что на данный момент нет, их на заводе, это там огромный предзаказ. Сам Matrix на стандартном Фиате, буквально вот мы собирались снимать этот ролик, он только приехал, и уже его, к сожалению, нет, поэтому его мы в эту подборку не включаем. Матриксы долго не задерживаются. Но вот есть аналог на шасси Mercedes-Benz Sprinter. Можете, в принципе, если интересуетесь Матриксом, приехать и посмотреть его. Цена 14 миллионов рублей. Кстати, также эта модель есть в арендном парке. Но про аренду мы поговорим чуть позже. Просто пока запомните эту информацию. Теперь переходим к автодомам, находящимся в арендном парке. То есть их вы можете взять на посуточную аренду, попробовать, покататься, поэкспериментировать. Но если вам понравится, то, соответственно, сможете его же приобрести. То есть это такие автодома с пробегом. Кстати, должен отметить, в компании «Яхта на колесах» действует акция. Если вы берете один из автодомов арендного парка в аренду, катаетесь, а потом решаете его купить, то аренда в подарок, стоимость, которую вы заплатите за аренду автодома, будет учтена в стоимость покупки. По сути, это получается просто такой тест-драйв, который может стать одновременно вашим отпуском. Поэтому, если рассматриваете покупку и хотите одновременно как-то немного сэкономить, и вам не обязательно, чтобы это было новое, то это отличный вариант, о котором, возможно, вам стоит подумать. Я нахожусь сейчас рядом с Sunliving. Sunliving – это бренд компании Adria, но такой лоу-кост сегмент. Они, в принципе, являются таким бестселлером рынка в принципе, и тем более прокатного парка, потому что они простые, надежные. Это такая Икея в мире автодомов. Рядом со мной сейчас конкретно А70ДК, алькованный автодом, то есть спереди у нас есть альков, 6 спальных мест. 2 в алькове, 2 раскладываются условных спальных мест. Условных, потому что это, ну, такое все-таки столовую группу надо опускать, разбирать, но, тем не менее, это полноценный взрослый человек ляжет, большие спальные места, и еще 2 односпальные кровати в задней части. Цена его 7 миллионов 900. Рядом же еще один Sunliving S70DF. Но это уже не алькованный автодом, это полуинтеграл, но у нас здесь есть опускаемая кровать. Также получается в столовой 2 спальных места, опускаемая кровать механическая и вот этот индекс F, как раз название, говорит нам о том, что у нас здесь French bed. Угловая кровать в задней части, а рядом находится санузел, тоже в задней части, весьма просторный. То есть тут, в принципе, выбирать вам в зависимости от того, что вам больше нравится. Здесь больше аэродинамики, меньше расход топлива, но при этом вам надо опускать кровать, чтобы спать, и она перегораживает маленько дверь. Здесь же у нас, в случае с алькованным автодомом, у нас больше парусность, у нас машина выше, не везде проедет из-за высоты, но зато у вас полноценное большое спальное место, и ничто не занимает проход, и вообще, в принципе, для высоких людей здесь гораздо выше потолок. То есть это вопрос ваших потребностей. Цена 6 930. Также важно отметить про Sunliving, вот их много, и поэтому они есть как на автомате, так и на механике. Можно рассматривать варианты на ваш вкус.
Также есть автодома от итальянского бренда Laika. Я вот сейчас стою с рядом Cosmo F510. Здесь у нас тоже 6 мест спальных. И, в принципе, наверное, фишка Лайки в том, что они не очень сильно дорогие, но при этом, ну, я имею в виду в сравнении, если там с Hummer сравнивать, там, с каким-то выше классом, то есть, но при этом они выглядят по цене плюс-минус соизмеримы там с Sunliving'ами, но выглядят как будто бы лучше, они пытаются выглядеть дороже, поэтому если вам важно это визуально, чтобы было и в каких-то мелочах выражено, то, возможно, стоит рассмотреть этот вариант. Здесь у нас большая кровать в задней части, расположенная поперек, и, как мы можем видеть по двери, достаточно огромный багажник. Это тоже алькованный автодом, еще 2 спальных места в алькове и 2 в столовой группе. Мне лично Лайка симпатична. Многие ее недолюбливают. Напишите в комментариях, если сталкивались с Лайкой, какое у вас отношение к этому бренду. Есть еще одна планировка F261. Ее, к сожалению, показать сейчас не могу. Она не находится в данный момент на площадке, но в целом она здесь есть. Чуть-чуть другая планировка. Посмотрите по ссылочке в описании обзор, если вам интересно. Цена и на ту модель, и на эту 9 миллионов 270 тысяч. И, наконец, еще один Sunliving, только в данном случае это Van V60 SP. Интересная очень модель. С одной стороны, это очень маленькая машина, то есть вы видите цельнометаллический фургон, но при этом у нас 4 пассажира в дороге и 4 спальных места в Вене. Чем это достигается? Именно вот эта комплектация Family у нас имеет сзади 2 кровати. Одна кровать, а над ней вторая. То есть, по сути, двухъярусная, двуспальная кровать в задней части. Вот если вам интересен формат Вена, но при этом все-таки, чтобы это было не 2 спальных места и без всякой там подъемной крыши, если вдруг вам это не нравится, а вот надо, чтобы все было внутри, то вот такой интересный вариант есть. Это также доступно в арендном парке, можете взять, попробовать покататься. Цена в покупку 7700. И, наконец, третья категория – это комиссионные автодома. Вот за моей спиной сейчас как раз-таки такой находится. Это Бимобиль, шасси Mercedes-Benz Sprinter, машина 2014 года, но на данный момент вот здесь продается. Это уникальная модель, сделана под заказ компании Бимобиль, по конкретному проекту клиента, и вот она сейчас доступна также на площадке. Здесь у нас 6 спальных мест, дополнительное утепление, но в целом это такая вездеходная машина для экстремальных путешествий. Проект изначально очень сложный и дорогой, и, как я уже сказал, уникальный, но в данный момент он стоит, вот этот автодом, 18 миллионов рублей. Ну и раз уже заговорили про что-то экспедиционное, есть еще вот такой вариант, это Соболь. Если вам вот не нужен прямо автодом, но тем не менее надо куда-то съездить на природу с какими-то минимальными удобствами, здесь организованы спальные места, есть кондиционер и есть телевизор. Ну, то есть, если вам этого достаточно, например, для какого-то поездки на рыбалочку, то вот как бы все, что здесь есть. Но также здесь прямо на заводе, на официальном, установлен уже не соболевский двигатель, здесь есть лебедка, здесь есть увеличенный клиренс, внедорожная резина. Ну, в общем, вот такой вариант тоже присутствует. Если вдруг кому, то вот цена. И, наконец, также комиссионный, огромный автодом премиум-класса Concord Liner. Здесь у нас 4 спальных места, но так и должно быть. У нас опускаемая кровать в передней части, и у нас полноценная спальня. Это прям такая квартира, то есть там двери внутри и так далее. У нас есть тоже обзор на канале, так что, если интересно, смотрите. Автодом 2013 года, ну там между 2012 и 2014 годом, вопрос самого шасси, потом сборки, ну, в общем, вот такой момент. Стали им пользоваться с 2014 года. Он очень в хорошем состоянии, тоже находится здесь сейчас на комиссии. Если вас интересует вот такой большой интеграл премиум-класса, то рекомендуем посмотреть, ознакомиться с этим вариантом. Цена 14 миллионов рублей. В этом ролике мы посмотрели с вами то, что сейчас есть здесь около гостиницы «Космос» в наличии. Но напоминаю также, что цены актуальны и наличие вот сейчас, в ноябре 2022 года. Переходите по ссылке, обязательно уточняйте информацию, опять-таки, там, по наличию и цене, если вы смотрите этот ролик сильно позже. И также, если вас заинтересовала какая-то модель, есть подробные обзоры на канале. Переходите на канал, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Ну, а здесь в комментариях пишите, какая машина, какой автодом или прицеп вам понравился больше всего и какой бы вы, возможно, хотели взять в аренду или купить. Меня зовут Антон, это канал «Яхты на колесах». До новых встреч, пока!